Добрый день! Тема этого видео: почему я с сегодняшнего дня отказался от полных официальных бесплатных консультаций в сексологии, психологии, в коучинге, в нейрокоучинге. Но прошу не путать, я также занимаюсь бесплатным консультированием, я делюсь своими знаниями, я помогаю людям. Но теперь это не так официально, как было раньше. Как было раньше, приведу пример. Клиент нашел меня по сарафанному радио, либо в социальных сетях, написал мне, в основном это в Телеграме пишут, обозначает свою проблему, какая у него есть. И мы назначаем дату и время встречи по работе онлайн. При офлайн работе я обычно снимаю кабинет, но когда есть бесплатная консультация, мы это все-таки онлайн проводим. Ну и вот, я назначаю, допустим, пятница, 4 часа дня, либо там 8 часов вечера. Я работаю 5 дней в неделю, суббота-воскресенье у меня выходной, так как я тоже человек. И суббота-воскресенье у меня по практике и по факту я сам учусь другим направлениям и постоянно повышаю свою квалификацию. Ну и вот, в будни, когда клиент написал то, что хочет на бесплатную консультацию, мы с ним обговариваем время. Допустим, там, ради примера приведу, допустим, это среда, там, 7 часов вечера по московскому времени. Минут за 10 я ему отправляю ссылку в Zoom. Я люблю работать в Zoom либо в Skype. Я не люблю работать через телефон. Мне нравится работать через компьютер, чтобы было полностью видно лицо, чтобы была большая камера, большой обзор. После этого мы созваниваемся и с клиентом уже начинаем, и клиент уже объясняет более подробно свою проблему. Длится эта бесплатная консультация, во-первых, она бесплатна, само собой, а второе, по времени это примерно 20 минут. И клиент начинает объяснять свою проблему. И после этого я уже говорю, могу я помочь, не могу. Либо направляю к сторонним специалистам, либо даю какие-то советы, рекомендации, либо какие-то книги рекомендую, видео, там, статьи, техники, упражнения. Все по-разному, все опять же индивидуально. Запросы у всех разные по консультациям. И как показывает практика, за эти 20 минут не получается полностью выслушать клиента, потому что у клиента есть проблема, и он обычно приходит на эмоциях. И за 20 минут, ну, это очень-очень тяжело на самом деле. Это приходится все в таком форсированном режиме. Начинать выяснять проблему, искать причины, пути решения, строить план. В общем, 20 минут, честно, реально, это мы просто начинаем только знакомиться и что-то такое поверхностное можем определить. Но глубинной работы, естественно, нету. И после обычно 20 минут, после бесплатной консультации, я уже говорю, там, либо мы встречаемся в следующий раз, ну, естественно, как клиент решит, понравился ему со мной работать, мои методы, я ему более подробно там рассказываю о себе, мы какие-то там точки, планы на будущее строим, либо он принимает решение искать другого специалиста. И основной посыл, почему я от этого отказываюсь, потому что по статистике, допустим, 5 человек пишет в неделю. Из них, вот я с каждым назначаю время, мы его фиксируем, чтобы было мне удобно, чтобы было удобно клиенту. И по статистике из 5 клиентов приходит на бесплатную сессию 1, а в лучшем случае 2 клиента. Остальные 3 либо 4 клиента, которые записались, они либо не приходят, либо не видят в этом ценности, либо потом пишут то, что я забыл, давайте перенесем, ну как-то несерьезно к этому относятся. Либо иногда бывает такое, то, что клиент выходит на связь на бесплатную сессию, он едет в метро, либо в такси, либо где-то на даче, там сидит, отдыхает и говорит, так, ну расскажи мне тут, что у меня проблема такая-такая, а теперь я тебя послушаю, ну давай, расскажи мне, научи меня правильно жить. Ну, в общем, какое-то такое отношение немножко пренебрежительное, несерьезное. И теперь я принял решение, что, естественно, я бесплатно консультирую. Но теперь я это делаю в Телеграме с помощью аудиосообщения, либо просто текстовой информации. Мне это вполне достаточно, чтобы определить, какая есть проблема у клиента. Естественно, это в диалоге, мы это с ним обсуждаем. И если я могу помочь, мы тогда уже назначаем платную, и если клиент согласен, мы тогда уже назначаем платную сессию. И уже работаем полностью на основе платной сессии. Также, что хотел сказать, то что есть такое понятие энергетика. Когда человек хочет что-то, я вот сам к этому, если честно, очень долго шел. Если человек хочет что-то бесплатно, он тогда ничего не отдает. И у него, соответственно, сразу же такое же и отношение. То, что, как сказать, немножко несерьезное. Но когда человек платит, он платит не деньги, он платит свое внимание, время, ну, естественно, и деньги тоже, без этого никуда.
И тогда он более сконцентрирован, тогда он гораздо больше будет, у него гораздо больше будет стимул и желание решить свою проблему. Это один из основных посылов, почему я вот теперь официально больше полные консультации бесплатные полностью отменил. Ну, повторюсь опять же, консультации бесплатные у меня есть, теперь я их просто провожу в Телеграме методом аудиосообщений, простых сообщений. Это все занимает буквально минут 15. То есть я ему аудиосообщение, он аудиосообщение, либо что-то мы текстом друг другу пишем. И мы сразу же уже там решаем вопрос, идти дальше на платную сессию или нет. Также бесплатная, почему я принял это решение отказаться от бесплатных таких официальных консультаций, этот метод наподобие фильтрации, потому что иногда бывает такое, то, что обращаются не совсем корректными запросами. Спрашивают, допустим, пишут мне незнакомые люди в Телеграме, так и так, Сергей, помогите мне, пожалуйста, когда я выйду замуж. Или мой муж начинает ходить налево, я хочу, чтобы он не ходил, давайте сделаем приворот. И я сразу же, так, стоп, секундочку, я не предсказываю будущее, я не маг, я не волшебник, я не занимаюсь приворотами, я не гадаю там на картах Таро, это совершенно другое. Я начинаю объяснять, чем я занимаюсь, чем я могу помочь, свою специфику по психологии, по коучингу, по нейрокоучингу, по сексологии. И тогда у некоторых, опять же, первое такое, я даже не знаю, не мнение, а первая такая реакция, как, мне еще и прикладывать усилия придется, как, мне еще и работать внутренне придется, мне еще придется внутренне копаться в своем бессознательном, ну это я сейчас наподобие клиента говорю, а есть какая-нибудь волшебная таблетка? И вот чтобы такие случаи ограничить, отфильтровать, поэтому я как раз теперь и убираю бесплатные консультации. Ну, в принципе, наверное, в этом видео я попытался максимально доступно объяснить, почему я это делаю, для чего я это делаю. У меня, наверное, все. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте. Опять же, не забывайте то, что, естественно, я делюсь своими знаниями, своим опытом и могу порекомендовать специалистов различных. Пишите мне в социальных сетях, а лучше в Телеграме, и будем там уже определять, стоит ли идти на платную сессию, либо какой-то другой вариант события. Спасибо большое. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, нейрокоуч, психолог. Всего доброго. До свидания.